Третья цитата. В частности, вплоть до 1 сентября 1939 года из Германии Гитлера можно было совершенно спокойно уехать. Вот просто сесть в поезд и уехать. В отличие от Сталинской империи, из которой можно было только бежать, рискуя жизнью и обрекая на концлагерь близких. Более того, из Германии Гитлера можно было уехать, даже забрав с собой имущество. И даже получив от государства какую-то компенсацию за оставленную недвижимость. Но должен вам сказать, что больше половины евреев Германии и Австрии почему-то не спешили уезжать. Конец цитаты. Ну, в этом фрагменте во всей красе проявилась полуправда Соломина. Да, это правда. Из сталинского СССР уехать по своему желанию было нереально. Но это не значит, что в Рейхе ситуация была настолько идиллической, как вещает нам Соломин. Я понимаю, что он писатель и оратор, но все же имеет смысл обращаться к источникам. Ну, к примеру, к великолепной книге Уильяма Рафаэля Перла «The Holocaust Conspiracy: An International Policy of Genocide». Автор– очевидец, и он описывает, что после аншлюса, ну то есть присоединения Австрии к Германии, австрийским евреям не давали свободно уехать, запрещали вывозить имущество и не выплачивали абсолютно никаких компенсаций за отбираемую недвижимость, так как нацистский режим проводил политику полного грабежа и изоляции. Хотя, конечно, нацисты всячески подталкивали евреев к эмиграции из Австрии сразу после аншлюса в марте 1938 года, создавая для них невыносимые условия, но одновременно они блокировали реальные пути к спасению. Будучи молодым адвокатом в Вене в те годы, Перл на практике столкнулся с этой стеной бюрократии и издевательств, а в дальнейшем был вынужден организовать нелегальную еврейскую эвакуацию. Никакого вывоза личных вещей, капитала или ценностей нацисты не разрешали. Евреев планомерно и полностью лишали всех средств к существованию через специальные ведомства вроде налоговых инспекций, Финансамтер, Райксфлюгстeuer или специальными штрафами за саму принадлежность к еврейскому народу, из-за чего люди уезжали абсолютно нищими, ибо оставались в Рейхе без единого гроша. Естественно, в такой ситуации многие просто были не в состоянии уехать из Германии и Австрии. И тут Солонин говорит правду о том, что Запад не горел желанием принимать еврейских беженцев, о чем тоже прекрасно и с документальными подтверждениями написал в своей замечательной книге Уильям Перл. На этом фоне замечания Солонина больше половины евреев Германии и Австрии почему-то не спешили уезжать, выглядит в лучшем случае ханжеством.